Друзья, привет! Вы снова на канале Колесников, и сегодня мы вместе с клубом Porsche Club Rusland присутствуем на Moscow Raceway на Porsche Cup Challenge. На обзоре у нас Porsche 924, этот яркий красный автомобиль 1982 года выпуска. Сегодня расскажем вам про него и пообщаемся с владельцем. Погнали! Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad men. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever young? Как всегда, начнем немного с истории. Про Porsche на самом деле можно рассказывать долго, если не бесконечно, но отметим основные моменты и вехи развития. Значит, в 1931 году основывается компания Porsche. На тот момент они уже что-то делали, но официально утвердили свое юрлицо, да, как у нас бы сейчас сказали, в 1931 году. По 1948 год они занимались тем, что сейчас бы назвали консалтингом. Они консультировали компании, самые известные из которых была Volkswagen, в основном в разработке автомобилей, но не только. И этим они занимаются в том числе и по сей день. В 1934 году Volkswagen заказал у Porsche разработку того самого Volkswagen Жук, или Кафер, как он называется в немецком языке, который и по сей день остается самой массовой моделью автомобиля, которая производилась без существенных конструктивных изменений. Более 21 миллиона копий было сделано этого автомобиля. В 1948 же году Porsche начинает производить собственные автомобили, и первая их собственная модель 356 была основана именно на Volkswagen Жук, поэтому он был с заднемоторной компоновкой с воздушным охлаждением. Унаследовал ее от Жука. Далее Porsche производил автомобили, они выигрывали гонки, и все шло неплохо. Но Porsche был нужен более доступный автомобиль. И особенно они об этом задумывались к 70-му году, когда они продолжали сотрудничать с Volkswagen, на тот момент уже выпускали совместную модель 914, которая стала первой моделью Porsche с водяным охлаждением, как вот этот автомобиль. Но 914 не стал слишком успешной моделью, они планировали его сделать доступным, а его производство вышло достаточно дорогостоящим. Плюс в Америке все ужесточались экологические нормы, что также повлияло на производство этой модели. К 70-м годам, когда в мире уже назревают, видимо, какие-то признаки грядущего нефтяного кризиса, Volkswagen заказал у Porsche для себя самую дорогую модель. Им нужно было чем-то заменить Karmann Ghia, который производился с 55-го больше 20 лет. Ну так вот, Volkswagen нужна была премиальная модель для своего модельного ряда. К кому же обратиться за разработкой премиальной модели? Ну, конечно, к Porsche, который на тот момент уже выпускал с 1964 года свою премиальную модель 911. Так получилось, что в Volkswagen сменилось руководство, и проект, ну, можно сказать, зарезали. Тем не менее, Porsche на тот момент уже разработал вот этот автомобиль, получил индекс 924. И, кстати, шеф-дизайнером этого проекта был человек наполовину россиянин, наполовину русский, как правильно сказать, Анатолий Лапин, который родился в Риге, работал в Америке, в General Motors, но позже, с 1969 года, возглавил дизайн-бюро в Porsche.
И именно вот этими транзакселями он и занимался. И вот проект, который стал Porsche 924, зарезают в Volkswagen, но не убирать же в стол эту работу, правильно? Вот в Porsche так и подумали и фактически получили модель, которую проспонсировал Volkswagen. Мы будем ее выпускать, решили ребята из Porsche. Именно поэтому в первых 924-х, которые выпускались в немецком Neckarsulm с 1976 года, Neckarsulm — это, кстати, немецкий город, где и по сей день расположена штаб-квартира Audi Sport. Вон у нас RS6 стоит. И первые 924-е производились, собирались именно на этом заводе Audi. Ну, чувствуете, да, вот эти все ваговские переплетения, Volkswagen, Audi, Porsche, они уже тогда, как мы видим, активно начались. И в первом 924-м можно заметить некоторое, так скажем, количество фольксвагеновских деталей. В основном это детали интерьера, потому что технически автомобиль все же был разработан Porsche. Также они собрали его из достаточно многих заимствованных частей, скажем так. Двигатель здесь 2 литра, который использовался, где бы вы думали, вообще в Volkswagen LT. Это такой микробусик. 2-литровый двигатель с чугунным, конечно же, блоком, традиционно на тот момент, но он использовался на Volkswagen LT, друзья, и был вообще дизельным. Какого фига, хочется спросить, да? Но нет, Porsche, не зря же они Porsche, они адаптировали его под бензин и даже увеличили мощность. Здесь уже 125 их. Потому что Porsche, этот автомобиль, понял, что надо им развивать. Ну, изначально это был все-таки Volkswagen. Для себя бы они его сделали более технологичным. Путь этого автомобиля — это непрерывное развитие. Но наступал кризис нефтяной. А ведь Porsche как раз в 1974, кажется, году в Париже представили своего монстра 911 в 930 кузове турбо, который стал первым турбо 911. Но время было не самое крутое. И здесь минутка мотивации, друзья. Если вы что-то делаете и вам кажется, что время неподходящее, продолжайте это делать. Иначе 911 турбо просто исчез бы. Тем не менее, деньги на то, чтобы продолжать делать эти бешеные, сумасбродные 911 турбо, были нужны. И чтобы эти деньги добыть, с 1976 по 1988 год выпустили, ну давайте округлим до 150 тысяч. Потому что сведения разнятся. Все-таки много времени прошло, не всех сосчитали или где-то ошиблись. В последние 2 года при этом производилась только версия S. А чем отличалась версия S? Тем, что в ней был мотор 2,5 литра. Откуда появился мотор 2,5 литра? Вроде же мы тут экономим, а они новые моторы во все вставляют. В то время, как мы уже сказали, Анатолий Лапин занимался развитием моделей вот этих транзакселей. Хотя 911-м он тоже занимался, прикладывал руку. Ну так вот, если вы слышали слово транзаксель, но не понимали, что оно означает, то давайте просто поясним. Двигатель спереди, дальше идет длиннющий приводной вал, и здесь у нас расположена коробка. То есть не здесь, как обычно, да, через маховик, а вот здесь, через длиннющий приводной вал. У конструкции есть свои минусы, один из которых это, собственно, вот этот высоченный туннель. Также вибронагруженность этого приводного вала самого, но у нее есть и плюсы. Это развесовка этого автомобиля 52/48. Ну так вот, этот транзаксель клуб, это был не только 924. 924 развивался, и в итоге развился в Porsche 944, который в наше время можно было бы назвать просто рестайлингом. По большому счету 924S и 944 технически были близки к идентичному. У них был одинаковый двигатель 2.5, они уже оба получили дисковые тормоза спереди и сзади. Здесь у нас можно обратить внимание, сзади барабанные тормоза. И также они получили идентичную подвеску. Но 944 уже имел турбо-версии и расширенный кузов, поэтому имел более агрессивный вид. Вершиной же эволюции развития именно вот этих моделей стал Porsche 968. Ну что же, как мы поняли, 924 был не один. Постепенно на автомобиле появилось целое семейство. Был также 944 с более широким, более агрессивным кузовом, и который также имел турбо-версии. И был 968 как венец этого творения, то есть самая поздняя модель. Но был еще самый мощный переднемоторный Porsche. Это был Porsche 928. Вот его особенность как бы в том, что он в себе держал мотор V8, и его изначально рассматривали как преемника 911.
То есть тогда у Porsche было два пути, которыми можно было пойти. Это продолжать развивать 911 с заднемоторной компоновкой, воздушным охлаждением, вот это вот все, что мы любим, вплоть до 993 кузова. Либо бросить эту концепцию и начать развивать переднемоторный с жидкостным охлаждением, вот этот 928 и далее, V8. Но, как мы знаем, история повернулась как бы именно в том направлении, которому, наверное, сейчас рады все фанаты Porsche. Двигатель V8 на 928, он имел объем порядка 5 литров. И вот когда этот двигатель инженеры Porsche распилили очень технологично на две части, появился 2.5, который устанавливался на 924S, 944. Момент. Да. Такому я уступлю. В общем, какая-то такая история появления этих двигателей. 2.0 от фургона, которыми поделились также с Audi первого поколения, по-моему, это была Audi 100. 2.5, который появился от V8, который был на 928, появился за счет того, что V8 как бы уменьшили в 2 раза, распилили, оставили только 4 цилиндра. Так мы получили эти двигатели. Здесь у нас представлен 2.0 125 сил на механике, хотя 924 был также первым Porsche, на который устанавливалась автоматическая коробка передач трехступенчатая. Здесь же у нас механика уже пятиступенчатая, не четырехступенчатая, как у начальных годов выпуска, но это все-таки автомобиль, уже произведенный на 6-й год производства. Ну и его динамические характеристики — это порядка 9,5 секунд по паспорту до сотни. Но мы не будем сегодня мучить этот автомобиль, потому что, ну, согласитесь, выжмет ли он свои 9,5 секунд, наверное, это не главное. Его задача уже радовать нас своим прекрасным, бодрым для своих лет видом. И, ну, это настоящий янгтаймер, это история, к которой можно прикоснуться собственными руками, друзья. Эти двигатели 2 литра развивали в итоге от 125 до 210 лошадиных сил. Особенность у нас здесь какая? Ну, мы уже сказали про жидкостное охлаждение, которое на самом деле потом на 911, например, появилось только с 996 поколения, да, это уже нулевые, на секундочку. Здесь также замок зажигания расположенный справа. То есть помним эту историю, да, то, что в Porsche замок зажигания слева, это дань Лиману, вот это все. Даже на Маканах и Каенах замок зажигания, он слева, там, замок, кнопка. Здесь же он справа, то есть, ну, в этом плане мы понимаем, это наследие от Volkswagen. А вот ручной тормоз, ручечка, здесь как раз слева. Такие нюансы. Приводной вал, который идет от двигателя к коробке, здесь длиной 1,7 метра, друзья. Из-за его длины он получился довольно вибронагруженным. И на первых годах выпуска этих автомобилей были проблемы с комфортом на больших скоростях, потому что возникала некая такая продольная раскачка. А приводной вал как раз становился причиной этих вибраций. Но инженеры Porsche, как это бывает, все решили. И вот когда дальнейшее развитие этого автомобиля уперлось в пределы мощности, досягаемой для атмосферного 2-литрового двигателя, задумались о том, что нужен двигатель побольше. И на выручку пришел V8 от 928, который, по сути, распилили вдвое, и остались 4 цилиндра, которые и использовали в этих моделях. Интересный факт, что для уравновешивания этого двигателя 2.5 понадобились балансировочные валы, которые в то время были под патентом японцев из Mitsubishi. Таким образом, Porsche обратился к Mitsubishi, чтобы использовать их технологию в моторе 2.5. Но усилия были проделаны не зря, и динамика 924 с новым 2,5-литровым двигателем оказалась на 2,5 секунды быстрее вот этой версии. И он разгонялся до 100 км в час уже за 7,5 секунд. Неплохо для конца 70-х, согласитесь. Таким образом, Porsche 924 наконец получил двигатель, разработанный Porsche, и новую версию назвали 924S. Отличительная часть нашего сегодняшнего выпуска будет в том, что мы познакомимся с владельцем этого автомобиля, который, как никто лучше, расскажет нам о нем во всех подробностях. Евгений, привет. Привет. Ну что, расскажи нам и нашим зрителям, как вообще происходит в жизни, что становишься владельцем вот подобных замечательных автомобилей. Знаешь, это такой разговор обычно, как вы помните, как вы начали бизнес. Обычно это где-то после того, как ты выходишь из ресторана, да, и тебе приходит мысль. Ну вот с ретро-тачками, я не знаю, у меня просто получилось так, что появились деньги, вот, и я на полгода смотрел конкретно на эту машину.
Ну, на Авито, потому что мужская забава. Это Вот именно этот автомобиль. Да, был уже. да. Случилось как? Я вообще не залипал никогда ни на Porsche, ни конкретно на вот этот модельный ряд Transaxle, ни на эту модель. Просто мне как-то, то есть я периодически листаю интересные машины, ретро в основном. Там на Автору, на Авито. Тоже порой страдаю таким, Да. признаюсь. И мне попался как-то года 3, наверное, назад, это 924, я влюбился в форму. То есть это вот такие чистые 70-е, очень лаконичные, ничего лишнего. Я думаю, что это за машина такая? И мой Porsche, потому что у всех ассоциация с Porsche 911. То есть начиналось даже с того, что ты не узнал, что это за марка, Да, не то, что у там меня прицельно возник искать. интерес. Я думаю, что такое? Начал гуглить. Почитал какую-то статью, как парень там из Питера там лет 10 назад восстанавливал его. Ну и меня подкупило, что он типа недорогой в обслуживании. Но это неправда. Дисклеймер. Вот. И он недорогой. Относительно там такого же года 911-х, то есть у них разница примерно, условно, в 5 раз. В 5 раз. 5 раз. Вот так вот, друзья. И то есть это состояние 21 года примерно? 3 года Да, назад? грубо говоря, если там эту машину в нормальном состоянии, наверное, опять же сейчас, рынка нет, поэтому, условно, по моим ощущениям, наверное, от 2 миллионов можно купить. 924. 924 в нормальном состоянии. Вот, то можно и дешевле, но будет дороже. Потом в очередной какой-то приступ к смотрению я увидел вот эту машину в Ставрополе. И меня подкупило, что владелец... во-первых, была красивая фотография напротив ресторана, не помню какого, там, дорогой или медный какое-то у него такое название было, такое, из красивой жизни. И вот она стоит такая красная на этих дисках. И я влюбился, думаю, денег нет, вот, ладно. И вдруг появляются деньги, там, продал недвижимость, и мы отложили там на черный день с женой. У меня черный день настал где-то дня через 3. И вот я нашел ребят, которые смогли в Ставрополе визуально посмотреть, что у нас существует. То есть никакого представления, что это такое, как оно устроено, у меня не было. И я, соответственно, заслал деньги. Дальше Серега... Ребята были из Porsche клуба? Или Вообще просто нет, просто ребят я нашел, я просто в свое время по работе практически в любом регионе России у меня есть знакомые. Такая была работа. И я просто ребят нашел, говорю, съездите, посмотрите. Вообще там хозяин адекватный, машина есть, документы есть. Вот. Посмотрели, связался с хозяином. Сергей Рябцев, привет. Вот. Уникальный человек, он старше, и он работает стоматологом. И, значит, у него хобби, он покупает в плохом состоянии разные машины. То есть он параллельно с этим гелик делал, продавал. Вот. Я спросил, говорю, как ты Porsche-то купил? Он говорит, да я вообще Жука хотел купить, но он попался Porsche, я купил Porsche, и он его притащил из Башкирии. Там она стояла 10 лет, потому что ребята положили движок, и не смогли его собрать. И он из Башкирии на «Газели» его привез, за год-полтора ее восстановил, и потом около года там продавал. То есть она не ездила. Она стояла у него на паркинге. Вот. И он говорит, слушай, автовозом не вариант, потому что у меня еще полгаража запчастей, за отдельные деньги. Поэтому давай берем «Газель» большую, ставим. То есть я купил коробку, заднее стекло, там, комплект дисков. То есть его полгаража переехали в мой То есть полгаража. сразу этот автомобиль шел с новой коробкой на него, получается? С запасной коробкой. Запасной. И она до сих пор не установлена. Да. Так же, как запасное стекло. То есть из запаса Всегда приятно иметь коробку в запасе. У кого есть еще тогда. Да. Соответственно, к этой машине сразу у меня возник вопрос, а что это с этим делать? И я снял гараж. То есть я вступил в общество еще гаражистов, гаражников. Общество арендных гаражей. Арендных гаражей, да. Вот, тоже у меня арендодатель, доктор физико-математических наук, физик-ядерщик, художник-абстракционист. При каких бы других обстоятельствах я бы с ним познакомился. Вот так вот, друзья, вы поняли? Да. Основной вывод, который я пока что делаю, Youngtimer — это достаточно дорого, но это окупается знакомствами с прекрасными образованными людьми. Социальным капиталом. И первое, соответственно, для жены это все было неизвестно. То есть первое, что
Она узнала о ней, когда уже до Москвы оставалось часов 5. Значит, потому что, ну, я постоянно был на телефоне. Пришлось позвонить. Да. И где-то я видел какую-то карикатуру 80-х годов, там, дорогой, ты помыл посуду, ты там выгулил собаку, ты что, купил новый Порше? Ну, вот это вот реальной жизни. Ну, и вот он приезжает, я заказываю эвакуатор, чтобы спустить с «Газели». И самое смешное, я никогда в жизни эту машину не видел. Хотя в Москве продавались две, но они были дико уколхожены, у меня даже желания не было приехать и посмотреть их. И я вижу его, я понимаю, я думаю, я вообще в него влезу. Вот, а там еще стекло сзади лежало, сиденья были максимально пододвинуты. Ну, в общем, влез, разгрузили весь этот хлам. И... Давай попробуем здесь, кстати. Ты говорил, что есть какой-то нюанс с тем, как в него вылезать и залезать. Ну Давайте это вот, может быть, сразу посмотрим. Потому что действительно автомобиль довольно компактный. Угу. Ну вот во мне почти 1,90 м, 1,89 м. И я в нем нормально размещаюсь. Более того, я возил здесь раз, два, 4 человек. 2 из которых были подростки, но в целом мы доехали. Ну, неплохо, да, потому что другой владелец 924 на стоянке говорил, что задний ряд он еще не использовал и начинать не планирует. А вот, здесь... основной нюанс – это ручник слева. И когда ты выходишь, ну вот, если ты его до конца там закрутишь, то есть есть риск за что-то зацепиться. Но опять же это зависит от конкретных тактических показателей самого владельца. Вот ты фактически лежишь, это у меня еще не до конца разложенное сиденье, ну вот такой ход, то есть мне с 1,90 м даже в кепке, в принципе, вот еще расстояние до потолка вполне себе на самом деле приемлемо. посадка выглядит комфортно, да, и не упираешься ни в потолок. То есть ты кайфуешь, у тебя, опять же, управления. 70-е, очень узкие стойки, в принципе, у тебя неплохой обзор. Единственное, что непривычно, она очень низкая, то есть, грубо говоря, крыша этой машины ниже там капота какого-нибудь Range Rover, и, соответственно, вот надо приноровиться. Вот. Поэтому предыдущий хозяин сделал камеру, потому что он парковаться не мог. Он как раз на Range Rover ездит. Серега Рябцев, привет. Не мог парковаться к своему Range Rover, было неудобно. Да. Вот, и вот она приезжает, значит, в довесок у меня в качестве бонуса была кепка 924 Original и кассета с Джо Дассеном. Я включил кассету с Джо Дассеном, завелся. Понял, что я не могу вообще руль крутить, потому что тут нет никаких усилителей. Да, я понял, что бицепсы мои будут как бы сильнее, и поехал по району там в центре. Она приехала на «Газели», машина и полгаража запчастей. Вот, и с «Газелью» как раз была связана история, потому что когда я ее выгрузил, все, ее спустили на эвакуаторе, чтобы не съехать. И там просто нашли пустую «Газель», большую, которая ехала за товаром в Москву и порожняком шла в Москву. И мне молодой водила говорит: слушай, под Липецком меня подрезали, я думал, твой Порш вылетит. Так что повезло, видишь, ни одной царапины. Я посмотрел, царапины нет. Но оказался нюанс. Я еду себе там на второй скорости, какая-то компания говорит: о, классная тачка, типа газани. Ну, я, естественно, поддался на провокацию, газую и слышу: бабух! В общем, у меня что-то отваливается. Это вот 10 минут владения. Первое. Я смотрю, у меня лежит на асфальте вся выхлопная система. Оказалось, что все-таки это столкновение не прошло даром, и она ударилась вот этой трубой в запасной литой диск, треснул. Удар был такой силы, что диск треснул. И труба держится на силюминиевом кронштейне, такой S-образной формы, усиленной, который крепится к коробке. Это наш любимый силюмин, да. Который активно используется. И, соответственно, она держалась на 2 миллиметрах. Я газанул, пошла вибрация, и, соответственно, на следующее утро жена меня обнаружила стоящим в позе, характерной для владельцев ретро-Порше, рассматривающей трубу, да. Вот, так началась моя история владения. Наверное, все. То есть это первая эмоциональная абсолютно покупка. Второе. Причем на отложенные на черный день деньги. Да. Вот. И вторая история. Действительно, Сергей очень много сделал. То есть он перешил салон, он ее покрасил. Якобы родной цвет. Вот. Подбирал, старался. Вот. Откапиталил двигатель. Очень много сделано было. И я очень надеялся, что я буду просто ездить. Но нет.
Вот. Хотя у меня был опыт владения Volkswagen Passat 77 года первого поколения. И, в общем, я здраво это понимал, что, наверное, так не получится, но надежда была. Ну, конечно, по То сравнению... есть это только второй твой автомобиль Да. или были еще какие-то меры? Ретро, ну, если не считать 2101 77 года, мой первый автомобиль, то только 3 у меня было ретро. То есть как-то так. Но То ты есть я не профессиональный ретро-владелец, скажем так. Ну, после 3 лет уже определенный опыт имеешь. То есть у тебя это автомобиль владения 3 года? Не, год. А, Год. у тебя Чуть больше год. года, да. А, то есть ты начал присматриваться к ним в 21 году? Я просто, да, ну, меня заинтересовало, что за тачка. Просто в голове где-то отложилась и забылась. Ну, у меня таких миллион тачек, там, 126-й купе. В 21 году начал ты присматриваться, в принципе, к ретро-машинам. Но... Но Не, я всю жизнь к ним присматривался. у меня как отложилось, что ты в 21 году уже видел непосредственно этот автомобиль на досках. Не, я видел его с весны прошлого года и в июне его купил. Я даже не надеялся, то есть он висит, я поставил закладки, денег нет, ну и всегда сомнения, вообще зачем мне этот геморрой нужен, вот, ну и потом херак. Всё. И случилось. Да. По истории модели и по его технической части, значит, что вот основное, ты наверняка бросился потом через какое-то время изучать, что вообще купил, да, и что тебе, так сказать, показалось наиболее интересным? Ну, на самом деле, это самый не поршовский Porsche из Поршей, с одной стороны. С другой стороны, это самая неузнаваемая модель, при том, что она чуть ли не самая массовая. И третий момент, это вот задолго до Cayenne автомобиль, который спас корпорацию Porsche, с одной стороны, а с другой стороны дал много технических инноваций для VAG, для Volkswagen, для Audi, потому что, ну, судьба автомобиля, история автомобиля очень интересная, и она, как ни странно, связана с русским техническим гением. С Анатолием Лапиным. Анатолием Федоровичем Лапиным, он же Тони в Штатах или Анатоль во Франции. Как мы знаем, история сложилась таким образом, что в итоге, да, Porsche, ну, наверное, сейчас многие перекрестятся. В общем, Porsche приняли решение дальше развивать семейство 911, и как бы по сей день, в принципе, ну, в основном люди ассоциируют марку именно с этой моделью. Но, тем не менее, эта машина вот в чем-то мне сейчас напомнила, наверное, Cayenne. Вот в нулевых, то есть Cayenne спас Porsche тогда от банкротства. И тогда была примерно такая же история. С одной стороны, Volkswagen нужна была машина и технологии, а Porsche потом из-за того, что они изначально делали эту машину для Volkswagen, и она получилась, ну, наверное, простоватой для Porsche, да, с их, так сказать, стандартами. Они ее развивали до своих вот этих вот вышеупомянутых стандартов и в итоге развили ее в 968, как мы уже отметили. Ну, если говорить так, с учетом того, что здесь действительно фольксвагеновский мотор и коробка, основные агрегаты, да, по подвеске не совсем так, похоже, но не совсем, но принципиально, да, но первая уже полностью поршевская модель, это 944. Поршевские движки 2.5, 2.7, 3.0. И подвеска, и все, коробка, и там уже чистый Porsche. А этот же 2-литровый двигатель, который у нас установлен здесь, давай покажем, кстати, его. Она шумная. Я даже, честно говоря, не планирую как-то там шумоизолировать, потому что, ну, ты вот как бы... Автомобиль сохраняется в оригинальном состоянии. Да. Здесь мы даже, если посмотрим, арочки, они, ну, то есть, как сейчас привычно, там какие-то пластиковые или войлочные Здесь их нет, в подкрылки, принципе. да. Знаешь почему? Потому что здесь идет сквозной обдув. Вот и в двери. Ага. И вот оно, дверь, да. и выходит сюда. Поэтому здесь они вообще, вот большой плюс этих машин, они не гниют. Они, во-первых, оцинкованы очень хорошо, и если их не били и не сильно катались по московской зимней жиже, то с ними ничего не происходит. Так, ну что, поговорим про двигатели и, в принципе, про техническую часть. Да, вот про двигатель фольксвагеновский, я всегда спрашиваю, ребят, догадайтесь от чего. И какие-то версии, говорю, никогда никто еще не угадал. попадают. Потому что это от грузовика, ну, микроавтобуса по-нашему, ЛТ, если не ошибаюсь, 28 или 45. И это
дизельный двигатель. То есть Да, низ у него- первоначально был Да. дизельный. Да, поэтому это мощная ресурсная чугуняка. Соответственно, ГБЦ уже была переработана, потому что там, соответственно, было 60 лошадей, здесь в атмосферной версии 125. Не бог весь какие, значит, силы, 9,5 паспортный разбег до сотни. Но тогда, для 76 года, это было вполне себе Неплохие ничего. динамические характеристики. Да. Турбоверсия именно этого мотора, это, если не ошибаюсь, что-то около 170. Все. 170 это потолок. Даже для турбоверсии. Угу. Ага. А 944? 944 там начинается от 160 атмосферники и до 220. Угу. Тут вот посмотрите, какие особенности. Вот можно заметить как раз значки Volkswagen на расширительных бачках. Фары у нас, да, это слепые фары, так Да, называемые, да, с блоком Bosch. Да. Какая-то вот дощечка там расположилась. Ну, это этот самый коммутаторы зажигания. Ага. Вот. Ну, ты вот еще сказал две ключевые характеристики, да, водяное охлаждение, передний мотор. И третья характеристика такая уникальная для Porsche была, то есть первый Porsche с автоматической коробкой передач трехступенчатой. Да, то есть не в этом случае, но Да, в принципе да, они комплектовались. Да. Вот. Ну и, соответственно, двигатель был доработан до вот этих 125 лошадей. Второе, одна из первых в мире, опять же, там эксперты могут меня поправить, механических инжекторов Kadjet. Вот то, что пошло потом в Audi, да, в первую, это вот отсюда, то есть вот эта вся система Kadjet, механическая лопата, там металл, который реагирует на температуру и дает воздух, вот смеситель, там пусковая форсунка, то есть очень сложная механическая система, я ее восстановил. Потому что у меня стоял карбюратор, и, в общем, оно едет. Ты сказал по поводу обслуживания, то, что много что здесь восстановил. Вот какая пропорция, насколько необходимо для владения таким автомобилем, поддержания его в адекватном состоянии, там что-то уметь делать руками или как их вообще обслуживают? Да, это хороший вопрос, потому что я им тоже задавался в начале приобретения. Но поскольку вот у нас есть сообщество именно Трансакселя, у нас есть в Москве как минимум 2 клубных сервиса. То есть они не специализируются по Porsche, один ваговский, другой BMW. Но поскольку сами владельцы таких машин, они понимают, что и как, поэтому можно приехать и сделать. Вот, по большому счету, машина технически несложная. Поэтому, если найти человека, который готов, мастера, соображать головой, тут сложного нет. А я уже прихожу к выводу, что много вещей можно делать и лучше делать самому, даже не потому, что это дешевле, а зачастую это просто надежнее. И когда понимаешь суть механического устройства автомобиля, уже да. То есть он на самом деле максимально простой. То есть, это уровень там 2108 реально. Из фильтра. Под баком стоит насос высокого давления на 6 атмосфер. Вот, сюда херачит бензин, здесь он смешивается. Здесь стоит такая вот внизу лопата, которая вот биметалл, значит, от температуры подает бензин вот сюда, в камеру уже сгорания. Это воздух, воздухана. Вот форсунка впрыска, регулятор управляющего давления, то есть 5 или 7 элементов. А почему у тебя стяжки сейчас? Тросик оборвался, и тросик у меня тоже есть, инструмента не было никакого. Поэтому стяжка, изолента – это то, что должно быть всегда у владельца ретро-автомобиля. То есть, если сейчас купить такую машину от 2 миллионов, обобщенно, сколько нужно денег на ее поддержание после покупки за 2 миллиона в год? Слушай, чем интересна ретро-машина, вот я про Passat рассказывал, я его купил за 200 баксов, вложил 3000, продал за 1000 мужику. И, значит, он мне через 2 года позвонил, говорит, давай оформимся, потому что я по доверенности ему продавал. И я такой с замиранием сердца спрашиваю, как машина? Говорит, огонь. За 2 года вообще ни одной поломки. Поэтому это во многом лотерея. То есть ты, как в любой бэушной машине, а когда бэушной машине 50 лет, то это тем более лотерея. Конечно, и когда спрашивают, на что нужно обращать внимание, да, при покупке ретро-машины, ответ, наверное, очень простой, на владельца.
Вот смотреть, насколько адекватный человек, насколько он технически подкован, как он ко всему этому относился, наверное, это вот ключевой момент, потому что от этого и будет зависеть. То есть, может быть, есть такие ситуации, когда ты ничего не вкладываешь. То есть, ну, опять же, вот эта история с Volkswagen, я его за 2 года, перебрал почти весь, ну, и, наверное, он, да, потом много лет не ломался. Вот, поэтому у меня так не получилось. То есть, за первый сезон, ну, я скажу так, что полстоимости автомобиля у меня вот на всякую мелочевку, то есть ничего серьезного, ни покраска, ни двигатель, ни КПП, ни подвеска, просто электрика, какие-то дополнительные фишечки, какие-то вот какая-нибудь лампочка, которая с ртутным шариком при наклоне выключается, вот, там, не знаю, какая-нибудь кнопочка, и вот на все это ушло много денег. Да, в общем, тут, друзья, имейте в виду, если приобретаете такой автомобиль, наверное, если выводить какую-то формулу, то имейте половину его стоимости на возможные какие-то, на содержание и на доведение его до идеала. Да, и у нас, тут есть развилка очень простая у нас в клубе тоже. Либо ты делаешь завод, вот, и это самая дорогая история. Либо ты просто, даже тут 3 развилки. Проект. Либо делаешь проект, условно корч, да, там движок можно поставить, другой там тормоза поменять, все можно поменять, ставить только кузов. Вот. Либо третий вариант, ты просто, много, ребят, у которых не такой большой там уровень достатка, и они просто, могут ее поддерживать, то есть это уже вариант колхоза. То есть это и не проект, это и не завод, просто машина ездит, там что-то от Жигулей. Просто как-то ездит, да, и главное это сохранение на ходу. Да. Какие-то запчасти тут заменяются? С чем? Ну, с какими-то аналогами, чтобы, может быть, не прям колхоз, но и не завод, но так, чтобы оно в относительном бюджете. Пошучу, я говорю, когда мне красили, у меня 924 стоковая, но изначально, когда Сергей восстанавливал, вот эта вот решетка и задняя, это от турбоверсии, и, в принципе, для визуализации турбоверсии оставалось найти капот. И вот я его нашел, это целое тоже приключение, потому что хозяин не хотел его продавать, он хотел поменять на обычный, ему не нравился такой капот. Капот именно. Да, да, а я не хотел ему отдавать свой, потому что, как ты понял, всегда нужны 2 запчасти. Вот, и в итоге я купил капот от другой машины, мы вместе ездили, выбирали, колесили по Московской области. Вот, отдал на покраску, в общем, не угадал с сервисом, и сломали мне ручку. Говорят, я говорю, ребят, ручка стоит на eBay 500 евро. Вот. Они говорят, давай 9 поставим, похожие же. Вот. Поэтому можно, аналогов много, отвечая на твой вопрос. Все зависит от твоих целей. Да. Тут вопрос отношения. Все-таки, наверное, хочется отметить, что это автомобиль для тех, кто относится к ним с душой. И приятно, конечно, видеть их в состоянии максимально приближенном к оригинальному. А как происходит заказ расходников? То есть есть ли какие-то заменители или это все какие-то уникальные артикулы? Слушай, я расскажу просто пример. Вот есть трубочка, которая идет с головки блока цилиндров на печку. Просто такой S-образный шланг. Патрубок, да, с разным диаметром. Он у меня потек. Значит, я побежал в интернет, обычный Exist, там, Amex и так далее. И смотрю, 1300 рублей. Но я не верю, потому что... и тут многие артикулы бьется поршевские и ваговские. Вот то, о чем ты говорил. И ваговские патрубок. 1300 рублей. Я параллельно всем закидываю, ребятам, которые специализированно занимаются, все ищут. И мне приходит, я открываю этикетку, все там, quality контроль Porsche. Произведен он был в 2006 году, и он валялся на складах. Долго ждал своего часа. Я его забрал, и потом смотрю, думаю, дай-ка я еще второй куплю, нафиг. А они уже начинают... Мы уже поняли, что здесь всего по 2. Да. А, соответственно, я смотрю, начинается 15 тысяч полгода доставки, и заканчивается, какая, думаешь, крайняя стоимость за месяц доставки на патрубок? Я думаю, что 30 плюс. Нет. Еще выше? 450. Опа. Это так, то есть пугаться. Это мы слышали про резиновую трубочку? Патрубок. То есть патрубок, да. Который идет патрубок печки. Да. Но тут смотри, это пугаться нечему, потому что можно подобрать аналоги, можно заколхозить, можно поставить силикон. Но поскольку мне так повезло, опять Серега Рябцев, привет, все-таки машина была
изначально сделана под сток максимально, и она сохранилась за счет того, что она 10 лет стояла с неработающим двигателем. И, конечно, при возможности покупаешь оригинал. Ну, варианты какие? Что-то есть. Понятно, с каждым годом запчастей становится меньше. То есть лет 5 назад было еще проще. Что-то есть на самом деле в наших каталогах. После вот этой всей наших геополитических изменений, да, вот это тоже интересный вопрос. конечно, ну вот, допустим, я хочу поставить амортизаторы капота, и нужны просто крепления, просто механические, упоры, да? упоры. Вот комплект стоит, ну там что-то порядка 100 евро. Оригинальный 150. Но как его доставить? То есть, соответственно, есть почти у каждого владельца такой Porsche есть какой-нибудь друг в Германии или во Франции или так далее. И, в общем, в принципе, вытащить можно. Просто это время дотащить. Это первая история. Вторая история круговорот запчастей и бэушных, и новых на сохранение у самих одноклубников выручает. Часто бывает такое, что давай я тебе отдам, а ты через полгода, когда купишь, соответственно. То есть у всех ZIP X2, X3. Вот. И, ну, в общем, сказать, что какая-то у меня там с запчастями какая-то адская проблема, нет. То есть все это решаемо. Вот. Понятно, что раньше было проще, ты заказал, и тебе приехал. У нас даже есть такой прикол, вот это вот стекло, она же хлопушка. Ну, есть, в общем, они продаются до сих пор, ну, на складах Porsche они есть. Стоит 10-15 евро. А у Porsche же есть вот эта история с Porsche Classic, да? Да, То есть это поддержание владельцев как раз автомобилей, там, ну, 10 плюс года выпуска и так далее. У них это сильно развито, но с этой машиной, поскольку она все-таки вот такая спорная, да, она все-таки Porsche или Volkswagen, они меньше парятся. У них меньше парятся, да. Но тем не менее, допустим, вот стекло можно купить родное оригинальное за 10-15 тысяч евро. И вот находятся там умельцы, которые специально их покупают машину, бьют стекла, и страховая компания привет. Вот. Но как бы так бэушку можно найти, наверное, там от 50 тысяч. Там еще, по-моему, был вариант с надписью Porsche вот здесь вот. Ну, это, скорее всего, не родной, потому что вот эта вот надпись, ну, понятно, восстановленная, но... Но, по сути, оригинал. родная. По И сути, как на родная, 944-х такая же шла там тоже. То есть, в принципе, с запчастями можно жить, с сервисами тоже можно жить, но надо иметь голову, вот так скажем. И, ну, то есть, в остальном условное техобслуживание, да, там масло с фильтрами 15, это все, которые... это вообще без проблем. Свечи, масло, фильтра. И те же самые деньги, что на обычных машинах, ничего особенного. Ничего особенного, да. Вот. То есть, просто в случае чего надо уметь крутиться, но в этом отлично помогает клубная жизнь, о которой, в принципе, можно поговорить следом. Porsche вообще марка, на мой взгляд, с одной из самых таких ярких клубных жизней, да, то есть постоянно какие-то мероприятия проводятся, очень много янгтаймеров поддерживаются в хорошем состоянии, Porsche в этом плане лидирующая марка, и они гордятся, что у них там, по-моему, более 70% автопарка выпущенного до сих пор продолжает ездить по дорогам. Вот что здесь можешь рассказать, как она устроена, эта клубная жизнь в России? Ну, я-то, наверное, опять же, не огромный эксперт по клубной жизни. Это вот к президенту нашего трансаксель-клуба Александру Петухову, да, который сегодня гоняет, кстати говоря, на Каймане. Вот. Но на самом деле она живая, то есть вот у нас это отдельное сообщество трансакселей, причем оно в России, в Беларуси, в Казахстане. Вот мне колонки приезжали, оригинальные, тоже купленные, произведенные в 2006 году. Человек просто шел по Алмате, зашел в магазин, какой-то такой типа чипок, и увидел эти блоупунтовские колонки, которые прямо вот сюда как бы как родные встают и максимально этим старым магнитолам соответствуют. Вот, это первый вариант. У нас есть свои какие-то тусовки и так далее. Ну, вот это такая история. Потом, собственно, Porsche клуб московский. Очень у них насыщенная программа, то есть это открытие сезона, это закрытие сезона. В прошлом году я ездил в Переславль, там, наверное, порядка 200 всевозможных Porsche на одной полянке перед отелем Азимут. Это просто, ну, какая-то песня была. И вот на следующей неделе, допустим, тур там в Обнинск, Боровск, Калугу. То есть, ну, когда у тебя электромашина, это немножко похоже на владение мотоциклом. Тебе его надо выгулить, и надо придумать повод, что ты не просто так поехал,
а ты поехал с какой-то целью. И поэтому, соответственно, там музей, какой-то пивной ресторан. На прошлой неделе была пижамная вечеринка, 60 ретро всяких паршей катались по Москве, люди в пижамах. То есть очень много приколов, постоянно что-то ребята делают. И в этом смысле ты скорее устаешь даже, да, ну, ты понимаешь, что ты От все это её охватить, обилия, да? охватить не можешь. Ну и помимо вот этого Porsche-сообщества есть разные сообщества ретро-тачек. Вот, допустим, есть такой ГРАК, они по воскресеньям, субботам на Красной Розе собираются, разные машины, ретро, там, Мерседесы и так далее. Потом очень крутые ребята Автокультура. Просто сумасшедшие, замечательные мероприятия. У них Крылатская, Грибной канал, Архангельская усадьба. В этом году еще какая-то усадьба, я на всякий случай записался. Вот. Есть еще побочная, значит, тусовка ретро. Потом все паршисты собираются ретро по четвергам в депо на 3 вокзалах каждый четверг. То есть вот этих мероприятий, ну их просто, ну вот так вот. Ну, то есть здесь даже нет смысла говорить о том, сколько их в год, потому что есть мероприятия, в том числе даже еженедельные. Да, да, ну надо понимать, что сезон это условно там апрель-ноябрь. Угу. Вот, ну, когда мы говорим про год, это вот это. Зимой такие автомобили все же лучше укладывать спать. Да. Но я зимой ее выгоняю специально, чтобы там прогреть, прокрутить, потому что, ну, машина стоять не должна. Угу. Остался вопрос у меня еще, наверное, про страховку. Есть ли здесь какие-то нюансы, есть ли какие-то специальные услуги для страхования олдтаймеров? К сожалению, у нас вообще в России нет истории, автокультура у нас не то, что ну, как бы не поддерживается, она скорее постоянно ставится препоны. Я просто приведу пример, может быть, это такая история закрытая, но в Москве и Московской области все машины старше 30 лет уходят на экспертизу, причем это негласная какая-то история. То есть у тебя абсолютно читаемый ВИН, у тебя абсолютно читаемый номер, у тебя, то есть я когда приехал, без задней мысли, у меня фактически 2 владельца в ПТСе, все читаемо, повторяющиеся таблички, все родные. Ну, во-первых, гаишник подошел сзади, говорит, что это за Вольво? Я говорю, сам ты Вольво. Вот. А дальше он говорит, а у тебя подкапотка покрашенная на экспертизу. То есть распоряжение какое-то негласное, поэтому они придумывают какие-то поводы. Я говорю, а ты специалист в Вольвах или в Порше 70-х годов, что ты знаешь, как тут подкапотка должна покрашена? Он говорит, ничего не знаю, на экспертизу. Вот. Это вот такие барьеры, потому что в других странах есть, во-первых, льготные страховки для ретро-автомобилей, льготные парковки, специальные номера. Ну, потому что это украшение, по сути, городской среды. По большому счету, это общедоступная история. И культурное наследие, да. плюс, учитывая, что часто, наверное, ну, они в Европе выпущены, они в Европе продолжают кататься, и там, наверное, это может таким образом восприниматься. Да не, ну у нас же тоже есть наша, может быть, не такая богатая, но тем не менее автоистория, там и Победы, и Волги, и да много всего интересного. И тоже есть любители, которые их восстанавливают, доводят до... Но их тоже особо никто пока не бросился поддерживать. Да, никто не поддерживает, поэтому, возвращаясь к страховке, никаких специальных условий нет. Я покупаю годовую страховку, стоит она на эту машину в районе десятки в Москве. Собственно, каска я не заморачиваюсь. Вот, я не уверен, что по каско машину да, наверное, проблематично лет, будет. ее вряд ли застрахуют. Потому что я свою... Будучи, когда машине было 12 лет, мне уже большинство компаний отказывали в каске. Поэтому, в общем, еще раз, вот с точки зрения стандартного ТО, страховки каких-то вещей, обычный автомобиль. Нюансы связаны с тем, что все-таки это возраст, и поэтому с запчастями сложнее. И, опять же, найти толковых специалистов, но в силу того, что модель редкая, и понятно, что люди, которые на конвейере там делают какой-нибудь там этот самый Hyundai Solaris, ну, к ним не приедешь. Вот. А так, в общем, ну, никакого, то есть я никогда не был там великим техническим специалистом, механиком, ну, в общем... Все решаемо. А по поводу резины здесь что? Она какая-то специфическая? Или... Нет, абсолютно тут простой размер. У меня 15-е стоят. Вообще стоковая модель, у меня тоже 3 комплекта. Значит, это 14-е пауки. Ну вот, 205, 60, 15. Ну, соответственно, как понимаю, у тебя также есть и зимний комплект. Да. Да. Вот, соответственно, то есть это вот такие, ну, как бы по треку по ним гонять не очень понятно. То есть вот они толстые. И несмотря на то, что такая резина, несмотря на то, что задние барабаны, несмотря на отсутствие гидроусилителя,
за счет развесовки, за счет низкого центра тяжести, на ней ты практически вписываешься в любой поворот. Вот. По зиме, по льду я специально газовал, смотрел, как она себя ведет. Она ведет себя, по сути, вот с этим огоньком заднеприводной машины, абсолютно управляемым. И я бы не сказал, что вот те переднеприводные, что какие-то сложности или что она неуправляемая на дороге, на скользкой, на зимней, нет. То есть, в принципе, ты получаешь, вот, несмотря на возраст, несмотря на то, что это все, и технологии шагнули далеко вперед, ты получаешь наслаждение, но у меня еще вот такое удовольствие от того, что ты как бы в машину времени садишься. То есть, ты реально оказываешься там где-то на границе 70-х, 80-х. То есть, это такие абсолютно аналоговые ощущения, и если ты опытный водитель достаточно и понимаешь, в принципе, базовую механику поведения заднеприводного автомобиля там на скользкой дороге, то ты скорее получишь только удовольствие. Опять же, какой-то избыточной мощности здесь нет, чтобы она там излишне брыкалась. Вот, поэтому да, в этом плане этот автомобиль в свое время еще и как более безопасный мог заместить. Вот можно просто посмотреть, что у меня написано на футболке, потому что... Nobody's perfect. Нет, а вот там ниже. Porsche, Zauber, BMW. Да, это у нас результаты общего зачета Лимана 83 года. Что тебе, в принципе, больше всего нравится в этом автомобиле, вот как технически, с точки зрения опыта владения? Он достаточно неприхотлив. То есть он надежный, я говорил уже про кузов, двигатель можно тут, по-моему, даже мочу и шакалить, он будет работать. Вот. Подвеска, несмотря на то, что она жестковата, но она в принципе собранная и в принципе комфортная. То есть я думал, да, что кстати, здесь ведь спереди стойки Макферсон, а сзади торсионы, сзади торсионная подвеска, да, который сейчас уже как бы не встретишь на легковых автомобилях. Но тем не менее я вот не чувствую разницы между многорычажкой. Не многорычажкой, просто нет, я имею в виду амортизаторами и вот торсионами. Которая на S-ке уже встала, там уже рычаги, да? Да. Вот, не уверен, не буду врать. Поэтому она создает, с одной стороны, ощущение какой-то надежности, с другой стороны, вот это ощущение машины времени, довольно интересное драйверское чувство, что ты вот полностью ей управляешь. Более того, ты знаешь, какой проводок, если что нужно там перекусить или соединить. Вот, то есть ты ее как бы знаешь, как 5 пальцев. Вот да, это ощущение кайфовое, потому что на обычной гражданской машине ты знаешь, что тебе надо там на кнопку нажать или завести ключ. И что-то произойдет. Что там, где это, там пускай на сервисе разбирается. А тут ты вынужден, потому что ты знаешь, что может случиться ситуация, когда тебе придется на месте разобраться, что же с ней случилось. Поэтому лучше знать заранее. Вот, и несмотря на это, она же еще и достаточно, понятно, это смешно, но тем не менее она достаточно юзабилити, что ли, как сказать, в бытовых целях. Практичная, хорошее слово. У нее задний диван падает в ровный пол. Я вот здесь перевозил 2 комплекта колес. Да, и сможем ли мы показать у нас какой-то образуется ровный пол? Он не ровный, конечно. Попробовать показать мы сможем, но попробовать показать сможем. То есть, в принципе, да, здесь багажник достаточно вместительный. В литрах не знаешь, что там в нем? Я смотрел рекламные проспекты 70-х годов. Такая молодая пара с детьми, с ребенком. И у них в багажнике, у 2 акваланга. Красиво. Вот. Они тогда стоили, кстати, 9395 долларов стоил 924 в 1977 году, но это на доллары 2021 года 43 тысячи. То есть все равно эти автомобили, хоть и позиционировались как Porsche для бедных, да, не побоимся этого слова, доступные Porsche, но они не были, по большому счету, все равно дешевыми автомобилями. Вот, пожалуйста. Вот, посмотри. Достаточно приличный багажник, залезать мы в него не будем. Но тут еще 2 ниши. Объем. Сюда удачно ставится ведро. Вот красного цвета я не нашел, но буду искать. Надо поискать. Да. Запаска надуваемая, домкрат, то есть все, что нужно. Да, и вот здесь вот прячется запасочка, да, докатка. Сдуваемая, она
Да, то есть она сдувается для того, чтобы была более компактной. Ну, в общем, сейчас тоже такое решение используется. Тогда оно, наверное, было относительно революционным, да. Домкрат, все, родной. Рабочий. Я еще вычитал, что на таких автомобилях впервые применяли технологию горячей оцинковки. И, возможно, с этим связано то, что они вот такую отличную коррозионную стойкость имеют для тех лет вообще. Ну и толщина металла. Все-таки еще и толщина металла. А толщина ЛКП, кстати, здесь не знаешь какая? Не знаю. Не знаю, но когда капот чистили, там, мы так и не поняли, это вот слой шпакли был оригинальный или нет. Но он очень большой был. И вот здесь еще оригинальный спойлер Фоха установлен. Тоже не на каждом сейчас встретишь экземпляре. Очень интересный запах у машины. Запах масла, бензина. Это, в общем, тоже такой аналоговый запах. Очень вкусно. Запах вот все отмечают, особенно ребята, которые вот чем-то похожим увлекаются. Говорят, блин, ну вот запах. Я вспоминаю Californication сразу и как его персонажа-то звали? Хэнк Муди. Хэнк Муди, который не мог никак 911 продать из-за запаха. Там был другой запах, насколько я помню, но тем не менее. Запах секса, Да. видимо. Ну, про салон, да. Сидеть комфортно, места много. Из нюансов, что здесь из нюансов? Здесь очень интересная печка. То есть 3 скорости, горячий, холодный, вверх-вниз. Но из центральных дефлекторов, даже при теплом воздухе, всегда будет дуть холодно. Это конструктивная особенность, мне нравится. Потому что я люблю холодный воздух. Вот, и в принципе наверх-вниз идет теплый. С передних дефлекторов всегда холодные. На американских версиях стоит очень древний кондей. То есть они бывают с кондеями. Вот перчаточный ящик, подсветка. Ну, тут все, что нужно. Здесь еще полочка. Я тут перешивал торпеду и не поставил. Торпеда. Единственная проблема с торпедами. У меня она просто в идеальном состоянии. Проблема в том, что это не пластик, а это прессованный картон. Да. И от времени вот здесь обычно проваливается, здесь трескается. И в оригинале это прессованный картон, который покрыт винилом. И я заморочился, нашел винил оригинальный, потому что мне начал он трескаться. Ребята поставили, я на 4 часа закрытую оставил на 30-градусной жаре, и он пошел пузырями. Ну вот они по гарантии перешили в кожу, я тут уже решил, ну если колхозить, то уже с красной строчкой. Вот, соответственно, 4 скорости с очистителей, даже все работает. Что здесь еще? Обогрев заднего стекла, аварийка, противотуманки, давление масла, часы, вольтметр. Значит, тахометр. Тахометр, кстати, вот к вопросу о деньгах хорошая у меня вдруг возникла аналогия. У меня стоит на бегунок в трамблере от турбоверсии. И прикол в том, что на 7000 оборотах, когда доходит до красной отсечки, он вырубает зажигание, из трубы валит такой белый дым. И, соответственно, ну, ты не убьешь машину. Вот говоря о затратах на машину, вот у меня в какой-то момент я считал деньги, а потом включилась отсечка, я понял, что уже на сумме 500 000 можно успокоиться, уже не считать. Вот, соответственно, подсветка, подъем фар, подсветка. Вот здесь очень интересное решение по зеркалам, то есть тут электрозеркала. Для того, чтобы их включить, надо нажать вот эту кнопку, либо левая дверь, либо правая, и вот здесь джойстик регулировки. Электрорегулировка. Да, то есть один джойстик на обе двери. Прикольно. Вот. Потом здесь задний дворник есть. И вот 2 кнопки у меня заглушки, поэтому я решил, что Porsche инновационная компания, в 1976 году они могли поставить USB, подобрали по фактуре такие кнопки. Заглушки, естественно, сохранил. Ну вот у меня машина с USB. Вот. Руль. Ну, все остальное просто, каких-то еще тут суперфункций нет.
Ну, в общем, удобно. Вот еще очень интересно, Маффин тоже близкий к родному, у них всегда стояли блоупунты. Ну, на 70-х годов там совсем такое древнее, это вот начало 80-х, вот здесь регулировка передней и задней колонки встроенная. Вот, то есть электроантенна, тоже, да, такая дополнительная опция. На самом деле там была опциональность, тут 3 колонки, передняя и 2 сзади. Опциональность, что у многих не было правого зеркала, даже на 44-ках. То есть ты покупаешь машину, у тебя нет правого зеркала. В общем... Почему-то раньше им пренебрегали, да, еще на Мерседесах была такая фишка, или бывало там меньше делали на Волчке правое зеркало. Интересно. Вот, ну вот тут вот такой еще прикольный ящик для кассет. Естественно, как машина, разработанная в 70-х, она не могла жить без пепельницы. Вот сюда на полку и ставился усилитель оригинальный, то есть они были еще и с усилителем, с эквалайзерами. Вот здесь нижняя полка, я говорю, она в багажнике лежит, я не прикрутил. И туда, в принципе, можно толкать еще дополнительные. Вот это вот, я не знаю, знаешь эту машину? Ну, видел, да. В нем. Ну, это под Martini Edition она сделана. Вот. Ну и, соответственно, у меня весла. В принципе, на 924-ках я не уверен, что были электро. Хотя, может быть, потому что вот как раз 2 кнопки, по-моему, ну, на 44-ках точно, то есть можно, в принципе, поставить оригинальные кнопки, но что-то весла как-то прикалывают больше. Тем более, что ты, в принципе, вполне себе дотягиваешься, даже если тебе нужно. Ну, тем более, летом ты все время ездишь с открытым. А что вот эти DEF означают? Defrost, English. Типа это Наверх. разморозка. Да, наверх. Вот, понятно. все. Вообще очень просто. Здесь настолько все, потому что я ее разбирал, всю печку мыл, там радиатор поменял. Ну, кстати, вот радиатор я купил новый, там за 4000 рублей, причем то ли Вали, то ли, ну, в общем, такой брендовый. Валио, да? Да, в принципе. То есть очень, по запчастям очень асинхронно. То есть какой-то ерунды может не быть, или она стоит космос, а что-то стоит вполне доступных денег. Так что вот как-то так. Вот задние ремни вполне себе живые, до сих пор работают. Ну и сзади, кстати, в принципе, я вот возил детей 12-14 лет с трудом, но помещались. Вот, то есть, ну и одного пьяного товарища в одном экземпляре, он на 2 вот так. В положении лежа. Да, Артем зовут, Артем, привет. Так что я еще как-то случайно с пьяным товарищем и 2-м пассажиром там, на Ленинградке, обогнал какой-то такой гелик. И они меня на 3 светофорах ждали, чтобы восстановить справедливость. Но я их, конечно, разочаровал, не гонялся с ними. Вот. Потому что, ну, машина реально выглядит на 300 лошадей, а в ней все-таки 125. Ну да. Да. Вот. И бывает непонимание на дорогах, но в целом все очень уважительно относятся. Бывает, конечно, но их везде много, да, которые пытаются гоняться или подрезать зачем-то. Но в целом, в основном, вот это, ну, от внимания очень быстро устаешь. Минут 15, и ты уже, ну, так вот, дежурно улыбайся. Надо говоришь, же как-то отвечать, да. Ну, потому что люди как-то выражают симпатию, ну и понятно, что тоже в стороне не оставишь, но устаешь. Вроде как невежливо не ответить, да, но примерно на 100-й раз уже немножко надоедает. Спасибо, Жень. Ну что, последний вопрос, для чего это все? И все, и погнали. Да, слушай, отличный последний вопрос. Слушай, ну, мне на самом деле, я в принципе люблю историю, историк по первому образованию. И вот это чувство, когда у тебя какой-то есть овеществленный предмет, там, 50 лет минус, да, там, или почти твой ровесник, и он ездит еще, он функционирует, это какое-то вот чувство того, что ты, ну, как бы, время можешь вспять повернуть. Это первая история. Вторая история, ну вот как оказалось, что это дополнительный большой какой-то круг общения, от которого не ожидал, говорю, от арендодателя гаража до всей тусовки. Вот. И, наверное, это прежде всего такой человеческий капитал. То есть ты за деньги покупаешь, за деньги и твое время, вот, покупаешь эмоции и покупаешь интересное общение, потому что люди и в нашей вот тусовке трансакселей, и, как вот ты говоришь, ну, Porsche яркая такая, яркий бренд, да, яркий и бренд с яркой историей. Да, и ассоциация, что Porsche владеют какие-то там богатые, чванливые люди, но она не бьется, потому что вот Porsche Club Moscow все очень приятные, очень контактные, очень простые в хорошем смысле этого слова люди, и это приятное тоже для меня было открытием. В этом смысле
абсолютно демократичная тусовка, и тоже у нас там разные люди. Там есть владельцы сервисов, есть сценаристы, режиссеры. Ну, то есть абсолютно разные там по политическим, религиозным и прочим взглядам. Единственное, все любят, все соглашаются на то, что у нас там есть пару ответственных людей, которые утром в чатике начинают вот с какой-нибудь там, значит, обнаженной красивой женщины. Вот это вот, ну, всех устраивает, но это такой нормальная мужская автокультура. У нас, кстати, одна активная девушка в сообществе Ольга, она врач, 944 у нее, привет. И вот появилась недавно еще девушка, которая купила в Красноярске машину, пригнала в Краснодар, 26 лет ей, и вот она задает нам все вопросы, которые все проходили. И вообще ребята очень терпеливые, потому что у некоторых эти машины по 20, там, по 15 лет, они, естественно, уже наизусть все знают. И когда приходит такой неофит, как я год назад, да, и начинаешь какие-то спрашивать вопросы, которые сейчас мне уже смешными кажутся, все равно тебе терпеливо отвечают, дают ссылки, кидают на факс, советуют. В общем, очень неравнодушные люди, это круто. Крутое, приветливое сообщество. Да. Какой-то такой рассказ у нас сегодня вышел, друзья. Я думаю, что много интересного мы спросили и узнали. Если что-то забыли, оставляйте вопросы в комментах. Мы у Жени обязательно спросим и вам ответим. Женя, спасибо за ценные мысли. Спасибо. To summer